Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку. Как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак Белое Брюшко. Вместо того, чтобы дать Скрипу мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался и пищал. Белое Брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, потащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать Скрипу? Не падать же. Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые, все-все, и погнали его от норки навстречу ветру, ослепительному солнцу. Скрип, Скрип! Испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром и увидев под собой воду. Скрип, Скрип! А если упаду? С ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом.